Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня, и у нас сегодня рыбный день, а я рыбная душа. Два простейших и вкуснейших рецепта. Посмотрите, какая сочная, красивая рыбка. Ой, просто песня. С картофельным пюре, да эти рыбные шарики с подливкой. Все. Все, осталось только накрыть крышкой и подождать 20-30 минут. Приготовим, друзья, вкусный ужин. На гарнир буду подавать картофель. Пюре сделаем по Сережкиному рецепту. Я сразу заливаю горячей водой, чтобы было быстрее. Сюда же 2 зубка чеснока для аромата и сразу соль. Все, ставлю на огонь, накрываю крышкой и пусть варится. Рядышком поставлю и вторую кастрюльку с водой, пусть закипит, а я займусь рыбой. У меня здесь примерно 1 килограмм хека, можно минтай, любую рыбу, а можно даже, друзья, использовать уже готовое рыбное филе. Но мне так быстрее, удобнее и выгоднее. Дешевле. Да, правильно, Сережка, не люблю это слово, и все же так оно и есть. Разрежу пополам, и когда вода закипела, выкладываю в нее рыбу. Ее нужно подварить буквально 5 минут. Закипит, не закипит, просто выдержать ее в горячей воде. Когда рыба проведет некоторое время в кипятке, она очень хорошо чистится от косточек, кожиц, и получается чистая филешечки. Как только начинает закипать, вынимаю кусочки, не еще сырые. Выкладываю на тарелку и даю немножко остыть. Все, я думаю, можно начинать. Рыбка остыла. Убираю кожицу. Смотрите, как она хорошо отходит. При том, что рыба еще сырая. Плавники, чтобы все ушли. Видно, да, Сереж? Видно. Угу. Как это все просто и легко делается. Обязательно плавнички сразу убираю. Все. А мякоть беру и стягиваю вот так вот с кости в миску. Все, друзья, все неприятное позади. Остались только приятные вещи. Крупную луковицу. Так, чтобы было удобно пропускать через мясорубку. И еще, хозяюшки, по вашим рекомендациям добавлю кусочек небольшой сала. У меня здесь граммов 200. Готово. Поехали. Готово. Еще в фарш хочу добавить немного петрушки. Есть, поэтому добавлю. Меленько-меленько нарублю. Угу. Отправляю в фарш. Сюда же полстаканчика панировочных сухарей. У меня домашние. Соль по вкусу. Я еще ни разу ничего не солила. И добавлю белый молотый перчик. Вуаля! Берем самое надежное орудие труда – руки. И все хорошо перемешиваем. Сейчас панировочные сухари потянут на себя влагу. И фарш станет таким клейким и будет хорошо держаться, без яйца. Готово. Оно будет, смотри. Отлично. Фаршу даю постоять какие-то 10-15 минут, а я в это время сковородку на огонь. Немного растительного масла. 1 луковицу нарежу на мелкий кубик. Выкладываю в сковороду. Щепотку соли. Перемешиваю и обжариваю до мягкости. А я пока и морковь натру. И когда лук стал прозрачным, у меня даже уже подрумянивается, добавляю морковь. Мы с Сережкой, как всегда, ля-ля тополя. Ну, всегда все вовремя. Конечно. Перемешиваю и обжариваю все вместе. Пусть, когда морковь уменьшится в объеме, можно будет продолжить. А я достаю свои любимые помидоры. Рецептом делилась, друзья. Да, писали в комментариях благодарности. Угу. Ой, я один съем. С вашего позволения, я один съем. Мне прямо... Ну как? Это очень вкусно. А не без уксуса, просто соль, сахар и в собственном соку в томате. Обалденно. Морковь уменьшилась в объеме. Овощи вместе немножко поджарились. Хочу добавить 1 чайную ложечку муки, чтобы немножко загустить подливку. И прогреваю в течение 30-40 секунд, чтобы мука хорошо прогрелась. Все. Сейчас вливаю 500 мл томатного сока или томатной пасты 2 столовые ложки, что есть. Перемешиваю и добавлю специй. У меня это будет несколько горошин душистого перца.
И 2 гвоздички. Будет достаточно. По желанию еще можно добавить черного молотого перца. Любят у меня мужчины остренькое. Можно и побольше. Так, побольше, Сережка, каждый себе в тарелку. Перемешиваю. Ну и протушу несколько минут, пока шариков накручу. Ой, смотрите, какой фарш стал. Сухарики на себя потянули всю жидкость. Влажными руками берем, хорошо отбиваем, пока соус готовится. Да, такие вот красавцы. И выкладываю на тарелку, чтобы было быстрее. Шарики можно предварительно обжарить на сковороде до румяности, но мы этого делать не будем. Переходим, друзья, на полезную еду. Опа. Смотрю подливку. Хорошо прохожусь по дну, потому что мука может осесть. И, конечно же, добавляю примерно 1 стакан воды, чтобы было больше подливки, она не была такая густая. А вы, друзья, ориентируйтесь по своей подливке. Может понадобится и 2 стаканчика воды, может 1,5, чтобы соус вас удовлетворял. Соус немножко подсолю по вкусу, потому что томатный сок у меня был подсоленный. Даю хорошо закипеть и уже могу выкладывать шарики. Опа, видишь, какой у меня красивый цветочек. Эстетика. Ой, смотри, как мы с тобой все хорошенечко. Угадали. Вообще, прям, Сережка, ты у меня гений. Чтобы они окунулись. Все, осталось только накрыть крышкой. Делаю небольшой нагрев и тушу 20-30 минут. Вот так вот. Так что там наша картошка? Масло растаяло, картошечка сварилась. Сережка, твой выход. Через 30 минут выключаю нагрев. И жду еще 10-15 минут, чтобы все процессы приготовления остановились. А я пока хлебчик нарежу, картошку из одеялка принесу. Ой, Сережка, пусть идут эти процессы приготовления, уже есть хочется. Класс. Ну что, где там моя картошечка? Вот твоя картошечка, как всегда, красивая, пушистая и воздушная. Ну и мои тефтельки или шарики, кому как больше нравится. Класс. Так вкусно. Немножко полью на них. Все, друзья, вот такой вот незамысловатый, быстрый и вкусный ужин у нас получился. Анютка, благодарю тебя за такие вкусняшки. Пожалуйста, ты же знаешь, я люблю тебе угодить. Еще хочу одну котлетку разломить и показать, что в серединке. Смотрите, какая красота в серединке у нас здесь. Хочу же попробовать. Я-то знаю, что это вкусно, и все же хочу вам, друзья, передать эти эмоции вкусноты. Это очень вкусно. И Да просто. еще с картошечкой. Мгм. И вот с такими помидорками. Да, все, Сережка, сворачивайся, давай ужинать. Благодарим за внимание, до скорых встреч. Уже просто хочется это все съесть. Всем приятного аппетита, мирного неба. А мы быстренько сделаем второй рецепт, еще проще. Я беру тот же хек и буду сейчас его филировать. Надрезаю у хребта. Проверяю косточки. О, идеально, посмотрите. А со второй, друзья, еще проще. Отрезаю плавники, поддеваю пальчиками отсюда под кость и вынимаю хребет. Все. Какие-то 2 секунды и 2 красивые филешки готовы. Ставьте лайки, друзья. А я сковородку на огонь. Оп. Немножко растительного масла. Сюда же кусочек сливочного. Пусть греется. А мы займемся луком. 2 луковицы таких средненьких на полукольца. И вкусно будет. Красота. И ничего не жду, выкладываю в сковороду. Лук немножко присаливаю. Сюда же щепоточку сахара. И красивенько обжариваем до мягкости и легкой румяности. О, пошел процесс. За это время 1 крупную морковь натираю на терке по-корейски. Рядышком 1 сладкий перец на красивую соломку. Следим за луком. Ой, все прекрасно. Когда он стал прозрачным и немножко даже подрумянился, можно добавлять морковь. Снова перемешиваю и обжариваю несколько минут все вместе, чтобы морковь уменьшилась в объеме. Пока могу подготовить дальше рыбу.
Нарезаю на вот такие вот кусочки. Перекладываю назад в тарелку. Немножко присаливаю. Посыпаю белым перцем. Можно и черный, друзья, не принципиально. Ой, что наша морковь здесь? А здесь, друзья, все прекрасно. Она уменьшилась в объеме. Немножко уже приготовилась. Можно добавлять перец. Снова перемешиваю. И еще несколько минут все вместе. Овощи должны быть практически готовы, потому что рыбка готовится очень быстро. Практически готовы. И только сейчас могу добавлять рыбу. Перемешиваю и обжариваю все вместе. Да, друзья, придется постоять возле этого блюда и постоянно перемешивать, чтобы все равномерно приготовилось. Видно уже, рыбка начинает проготавливаться. Еще сюда, друзья, пойдет несколько ингредиентов. По-быстренькому нарежу немножко именно петрушки. Меленько-меленько. А что, петрушки? Но мне с рыбой она нравится больше всего. Вот именно петрушка. Я вижу, что рыба уже готова. На этом этапе выключаю нагрев. Добавляю 1-2 столовые ложки соевого соуса сюда. Немножко лимонного сока сюда. Когда уже сковорода выключена. Снова перемешиваю. Сколько можно? Да сколько нужно, счастье мое. Зато как вкусно будет. Посыпаю петрушечкой. И даю немножко отдохнуть, конечно же, чтобы все процессы приготовления остановились. И будем вкушать эту вкусноту. Друзья, поверьте, это очень вкусно. И гарнира никакого не нужно. Там есть овощи. Но, друзья, этот рецепт очень долго комментировать не нужно. Я думаю, здесь все понятно. Овощи, пряности, соевый соус, кунжут, зелень. Это просто все вместе. О, как консерва дорогая. Еще кусочек. Во! Ставьте лайки, делитесь своими рецептами. Будем готовить вместе. А мы обедать, потому что, друзья, это так пахнет.